Настроение, братцы, просто... Короче, очень классное настроение вообще. Посмотрите, какое небо, солнце. Мы сегодня отправляемся на 5-й энергоблок, недостроенный. Там, где те самые градирни, где очень много крутых локаций. И чтобы туда добраться, нам нужно будет пройти, короче, вот эти вот портовые экраны невозможные, очень крутые. Вот. И еще нам нужно будет пробраться через всякие там патрули, в общем, вот так вот. Идите, бабочка, Лена, смотри. Видела? Мама смотрела, съела. Бабочка разделила всю вообще чудо моего настроения, скажем так. Ой, как мило. Ой, И она продолжает вот вокруг меня летать. Короче, покажу вам наш завтрак. На срач, мы так и не переехали вчера. Немного искали место. В принципе, нашли уже дома, в которых мы хотели бы быть. Вот, и, наверное, завтра мы переедем, потому что сегодня у нас будет супер поход на 5-й энергоблок. Причем через песчаное плато, где нормальный фон, там фон 1000-2000 микрорентген, ну то есть 1-2 миллирентгена. В общем, у нас на завтрак такая вот смесь хлопьев, тут в основном овсянка, ну и еще другие хлопья. Она опять возвращается. Бабочка возвращается. Да. Потом у нас еще галеты из сухих пайков армейских. Это на самом деле в этих армейских сухпайках едва ли не единственное, что можно есть. Потому что все остальное, ну как бы оно съедобное, но это паштеты печенкові, паштет из печенок. Это, блин, говно просто, ну. Очень печально, что наших солдат так плохо кормят. В том плане, что да, что сухие пайки. Такая еда вроде нормальная там в столовках, как я слышал, а вот сухие пайки паршивые. Так. И еще будет джем с галетами, абрикосовый джем. Еще будет у нас, еще остался кусочек сыра, мы его закончим. Вот, и все, и будем выдвигаться. А Влад нас ждет. Мы в 11 часов договорились встретиться и выдвигаться уже, собственно, на портовые экраны и на 5-й энергоблок. Доброе утро, ребята. Лена с палочкой в ухе, очень забавная чудиха. Да. Я не знаю, что еще сказать. Блин, этот срач меня, короче, даже как-то обескураживает. Ну, он как бы и не сильно срач, ну просто спальники, ну что. И еда. И спальники, и еда. Мы когда переедем, у нас будет очень классный, четкий балкончик. Там такие балконы роскошные. Вы бы... А вы видели? Или увидите? В общем, я их покажу. В любом случае вы увидите этот балкон. Он очень крутой. Он не такой узкий, а он как бы такой широкий. Вот, это место, где расположиться. Там есть балконы прямо со столиками. Уже там типа сделан столик, полки. Очень круто. Прямо квартира такая. С видом на водоем, на леса. Круто. Прекрасное божественное утро началось с того, что меня разбудила оса, которая укусила меня прямо в подбородок, короче. Представляете, я просыпаюсь, блин, от укуса осы, я ее типа так смахнул, и поэтому она полностью мне не всандалила всю порцию яда, и я сразу намазал таким средством против укусов, и оно поэтому практически не болит и не напухло. Потом я эту осу убил чашкой, вот она, убитая оса. Короче, было, да, утро преисполненное неожиданностей, как-то так. Утро началось с убийства. Лена говорит, утро началось с убийства. Да, что-то в этом роде. Здесь живет Влад. Он славит кровать вот эту вот и спит на ней. Не такой уж он большой и тяжелый. Это фонарь. Мы хотим, если что, чтобы полазить можно было где-то в темных местах. Ты ставишь, я так понимаю, да, кровать вот так к окну опускаешь? Она так и стояла. А спишь ты как? Ты же ставишь ее к окну, Она- типа? Нет, я просто ее ставлю и ложусь на нее. Ну я так и понял, да.
Вполне себе. Нормально. Я хочу посмотреть жилище. Лена тоже хочет посмотреть жилище. Загляни. Как? Видишь кровать? Он ее так ложит, типа, и на нее ложится и спит. Да. Ух ты, нихера себе. Прикольно. Мы выдвинулись к грузовому порту и на 5-й энергоблок. Значит, подходя к речному порту и медсанчасти, наткнулись на группу туристов с охранником. Вот там вот они прошли. И мы решили, пока они будут фоткаться возле речного порта, вот, то мы проскочим, типа, технично. И мы сейчас стараемся пройти тихонечко пройти. Я не могу... Это... Что это за хрень там? Черная такая. Что это? Да, это машина. Это этот самый. Ее как жопа, типа, машины. Ну, давайте кто-то один пройдет. Давай на камень ножницы, кто из нас пройдет, посмотрит. Тихонечко. Давай я. Это птица. Давай я хожу тише, у меня кроссовки. Я пройду вперед, чуть-чуть гляну. Ну, давай. Вот здесь прямо две машины. Бусик и легковушка. Нет, там сидел мужик. Там дверь была открыта. Окно было открыто. Давайте быстро просто. Короче, Лена говорит, что там в серой машине спал мужик. Спал? Он сидел на нас, смотрел. Да. Он так смотрел. Охуеть. И все. Короче, нам сейчас задача побыстрее, подальше отойти. Вот такие вот приключения. На каждом шагу. А ведь сейчас на самом деле туристов очень мало. Очень мало. Это больше похоже было на индивидуальную экскурсию. Вот. Есть такая штука у туроператоров. Дорогая история, стоит $400. Тебя возят типа вот так вот, куда ты хочешь. Вот. Ну или почти куда ты хочешь. Конечно, когда ты отправляешься нелегалом, тут у тебя свободы несказанно больше. Вот. Но сейчас туристов в разы меньше. В прошлом году их было намного больше. Сейчас их меньше из-за коронавируса. Границы закрыты, и иностранные туристы к нам не могут заехать пока что. Вот. Братцы, приколитесь. Мы вот шли и обнаружили такую штуку. Это вентиляционные шахты, ведущие под землю. Вот. И они куда-то ведут. Куда они ведут, пока не ясно. Мне очень хочется узнать, куда. Мы обязательно это разведаем, но уже не в этот раз.
Это так, чисто лирическое отступление по дороге. Зацените, какой пережеванный. Это или москвич пережеванный, или копейка. Судя по бамперу. Жигули. Жигули, копейка. Пережеванная, чем ее переживали? Наверное, ее, знаешь, переехали танком. Если переехали, были оно прям от протектора. Это как будто смяли, знаешь, с этим ковшом. Ковшом, ага. Ты что, не брал с собой сегодня? Я все завтыкала. У нас моток Прошу тебя. скотча. Короче, эта крышка открывается. Смотри, я дам тебе чуть-чуть. Там не тот скотч, пойдет. Вот так вот все происходит. Держи. Осторожно, вот еще тебе. Да, спасибо. А еще я натер ногу, мозоль, и мне Влад дал свой носок чистый, замечу. И у меня теперь одна нога в носке, а вторая нога без. Второй ждет своего часа. Такое место клевое. Вот здесь вот очень хочется где-то вот там в зарослях поставить палатку и пожить. Здесь как-то так спокойно и хорошо. Интересно, кстати, как фонит, думаешь, да? Скорее Мы сейчас всего. посмотрим, фонит или нет. Влад убегал от полиции, и у него поломался, побил он, короче, себе дозиметр. Он после этого еще работал. Работал, да? После этого работал, но потом, я не знаю, либо я забыл его Фонит, отключить. вот так вот здесь фонит, 180 микрорентген. 200 микрорентген, короче. Пошли отсюда. 180, да, вот. Ну я же говорю, тут видно, что перекапывали. Тут, видно. Здесь захоронение было, скорее всего, шло. Возможно, да, здесь что-то захоранивали. А мы сейчас пройдемся. Может быть, здесь. Ну, это максимальное значение, он зашкаливает. Здесь больше. Машина, да? Ну, может быть, это как раз те позвонили уже полицию, и она поехала по той дороге, что мы шли, поехала нас ловить. Да, слышно машину. А мы уже отвалили. Ну что, пошли тогда вперед, не будем дожидаться. Да, что-то едет. Срочно. Понимаешь? Смотри, мы здесь находимся. Она может на вот этой дороге быть, вот тут где-то. Ну да, да. Тут, в принципе, нефтебаза. Нефтебаза какая-то. Реактор вон за деревьями. В этот раз мы вот, получается, проходим слева от него. Мы должны будем пройти слева от него, как бы обогнуть его. И там за ним будет 5-й энергоблок. А вон Влад полез на опору моста недостроенного. Хочет сверху сделать. Да, фоточку хочет какую-то сделать. Вот мои товарищи. Привет. Привет. Ты на видео снимал, да? Да. Скинешь мне потом этот видосик? Я его вставлю. Реактор очень близко, конечно. Я не полезу наверх, потому что реактор на самом деле лучше снимать, если то с этого. Есть 9-этажка у самого края. А я уже оттуда снимал. Я ссылку на это видео поставлю в подсказках и описании, короче. У меня такое хорошее настроение. Да, у меня тоже. Сегодня вообще отличное настроение, отличный день. Даже знаете. Вот такую вот дамбу, канал. Но это как искусственный водоем, скорее. Как будто вода, вот вон там такие задвижки есть. Вода сюда набиралась в этот водоем. Мне не совсем понятно, для каких целей.
Вот. Комары меня атакуют, господи, комары, муравьи атакуют до сих пор. А вон гаражи, тут очень много гаражей. Но лазить в них мы не будем, они преимущественно пустые. Блин, сейчас попрошу ребят, чтобы с меня поздували этих муравьев ужасных. Они меня облепили всю спину и кусают. Походу их спалили. Что там? А что там было? А, машина. Тут, короче, везде муравьи. Тупо везде. По дороге. Они залазят в обувь и вообще мешают жить очень сильно. И они гигантские какие-то. Когда они кусают, это очень напряжно. И только что тут проехала машина. Легковушка. Черная. Нам надо очень быстро пройти по этой дороге и свернуть. Пока, если что-то будет ехать, мы сразу же ныряем, прячемся в кусты и падаем. Реактор. Машина поехала прямо, потому что ворота не открывались, мы бы услышали. Они закрыты. Везде значки радиации. Это пункт хранения отходов подлесный. Вон они там сложены. Вот знак радиации. Здесь захоранивали разные, короче, вещи припятчан. И здесь достаточно сильно фонит. Ну как сильно? 1-2 миллирентгена. Вот. И вот такие вот значки. Значки вот эти вот радиации здесь везде. Буквально каждые 20 метров. Здесь все фонит. Ну, если учесть, что там складируются отходы ядерные, то это неудивительно, конечно, что здесь везде эти значки. Знаете, тут такое мироощущение. Вот у меня, если кто читал книгу Стругацких «Трудно быть Богом», то там в самом начале ребята идут через лес. Вот. И вот они тоже идут, и тоже втроем, кстати. Там девушка и два парня. Один из которых потом станет тем самым Руматой Эсторским. Вот так. Вот это вот у меня очень четкое мироощущение. Они там шли, потом вышли тоже на дорогу. Вот, шарик. И вот у меня очень четкое такое ощущение, как будто из той книги, вот как там читаешь, да, как будто мы в книге Стругацких, короче, что-то в этом роде. Трудно быть Богом. Если вы не читали книгу «Трудно быть Богом», обязательно прочитайте. Просто рекомендую в первую очередь вот прочитать «Трудно быть Богом» и «Град обреченный» тоже. Да вообще Стругацких. Просто читайте Стругацких, блин, всех. Не пожалеете, ребята. Ну, конечно, «Трудно быть Богом», «Град обреченный», особенно когда читаешь эти книги там лет в 17, вот так вот, 16, они производят на тебя неизгладимое впечатление. Такое ощущение возникает, знаете, вот когда книга заканчивается, а ты не можешь с этим примириться. Вот. Ты не можешь примириться с тем, что книга закончилась, потому что у тебя есть отчетливое ощущение, что эти герои продолжают жить. Продолжают жить, только страницы, на которых они живут, уже невидимы. А страницы видимые закончились. Вот, и ты как бы хочешь продолжать жить с ними в том мире,
который создан писателями. В общем, круто очень. Обязательно прочитайте.